Тема сегодняшнего видео – это злость, когда кто-то очень сильно злит, но вы по каким-то причинам не можете дать обратную связь, сказать, что вы злитесь, возможно, вы даже не можете распознать, что вы чувствуете именно злость. Меня зовут Зайцева Анна. В данном видео у нас 3 части. Первая часть видео – это что такое злость и зачем она вообще нужна. Второе, мы рассмотрим примеры 4 ситуаций, моих личных, моих знакомых, и о том, что можно сделать для экологичного проявления вашей злости, да, для экологичной обратной связи с пользой для вас. И третье, мы рассмотрим конкретные истоки злости и как их проработать, и откуда они вообще идут. Итак, первая часть видео. Что такое злость и зачем она нужна? Злость – это очень важная эмоция, и, к сожалению, сейчас люди транслируют, я посмотрела много рилсов всяких про злость, видео на YouTube, транслируют нам, что есть какие-то высокие вибрации, а есть низкие вибрации. И вот злость почему-то, меня это очень злит, кстати, относит к низким вибрациям. Хотя на самом деле злость помогает нам распознавать, где наши личные границы нарушены и где наши потребности не удовлетворены. И получается, что помимо того, что у людей и так проблемы с распознаванием своих эмоций и чувств, они не понимают, что они чувствуют, они еще не знают, где их личные границы и потребности, чтобы их отстоять, так еще и сверху мусор им сыпят в интернете о том, что злость – это низкие вибрации и нужно отказаться от этих эмоций. Я против такого подхода, поэтому если вы, ребятушки, про низкие вибрации, пролистывайте это видео и идите на страницу, сами знаете к кому. Также есть гнев, это накопленная злость, мне тоже важно вам об этом рассказать. В порыве гнева люди теряют, у них уменьшается как бы когнитивная способность, когнитивные ресурсы, потому что этот аффект, эта эмоция, она застилает собой все. И в порыве гнева человек может наговорить или сделать то, о чем будет очень сильно потом жалеть, накричать, наорать матом, возможно, ударить, там, не знаю, ну то есть все что угодно, о чем потом, когда аффект снизится, когда эмоции, интенсивность их снизится, человек будет жалеть. Вот. Также есть агрессия. Агрессия – это уже конкретное действие, да, направленное на защиту своих границ. И она может быть активной, а может быть пассивной, а может быть пассивно-агрессивной. Вот вам картиночка для того, чтобы немного посмеяться. Давайте перейдем ко второй части видео и конкретно рассмотрим 4 примера ситуаций, где людей обижают, где их личные границы нарушают, потребности не удовлетворяются их, и они испытывают злость. И рассмотрим, что же сделать этим людям, чтобы экологично прожить эти эмоции. Итак, первая ситуация. Например, вам говорят что-то обесценивающее, обижающее, оскорбляющее вас. К примеру, «Ты так похудела», или «У тебя такая жопа большая, может, похудеешь», или, может быть, прическа такая отвратительная, мне кажется, со старой было лучше. И это все прикрывается, к примеру, любовью и заботой о вас. Или же это прикрывается шуткой, что еще хуже. Так вот, я сразу скажу, что попадать в такие ситуации очень сильно неприятно. И использовать логику и как-то оправдывать вашего обидчика в данной ситуации, это значит гнобить в себе злость. Очень часто эти люди, которые получают такую обратную связь от мира, они замыкаются в себе, они обижаются, они могут таить обиду, они не проявляют злость, они вот ходят, мусолят, у них такая руминация, умственная жвачка о том потом, что нужно было ответить, как нужно было сказать, как теперь общаться. Это может длиться часами, днями, неделями, а может быть даже годами. И в конечном счете это приводит либо к разрыву отношений с человеком, который вам такое сказал, либо к еще большему понижению вашей самооценки. И, конечно, вероятнее всего, у вас есть какое-то глубинное убеждение о себе, там, что вы какой-то никчемный, некрасивый и так далее, и как бы с этим вам нужно работать. Но это не исключает того факта, что человек, который такое говорит, в этот момент вас обесценивает и нарушает ваши личные границы, если для вас, опять же, если для вас такое неприемлемо. Если это ваш случай, то я вам сейчас расскажу, что можно сделать сразу, да, в моменте
не работая над собой, не работая над самооценкой, а вот просто в моменте, какую обратную связь нужно дать человеку, который вас вот так обесценивает, такие вещи вам говорит. Ведь на самом деле, может быть, вы и так знаете, что у вас большая попа, и может быть, вы просто часами, годами, днями пахаете в спортзале, или наоборот, по каким-то причинам не можете найти в себе силы начать этим заниматься, а может быть, у вас проблемы с гормонами и так далее, ну, миллион причин, и вы все это знаете, и вас такой комментарий, он очень сильно может задеть, да, даже не просто за то, что у вас большая попа, а просто за тот факт, что у вас там за этим какие-то проблемы, или там было много родов, и вы не восстановились, или не так давно вы рожали. Ну, то есть очень за что-то глубинное внутри вас это может вас задевать. И чтобы дать обратную связь человеку, а это очень важно, ведь если таким людям не давать обратную связь, а молча обижаться и в себе это мусолить, это значит себе создавать когнитивную нагрузку, это значит этим людям давать подкрепление, что с вами так можно, и они дальше будут ходить и говорить людям вот такие обесценивания, прикрывая это любовью, заботой и так далее. Так вот, первое, что вообще можно и нужно сделать, это сказать, да, там, дорогой или дорогая подруга, я в момент, когда ты мне это говоришь, чувствую злость, раздражение и, например, вину. Ну, к примеру, да, в зависимости от того, что вы чувствуете. Если, кстати, вам интересно разобраться в эмоциях и чувствах, можете скачать мобильное приложение Feelings, наверное, оно еще доступно в App Store и в Google Play, и найти таблицу чувств, вообще попробовать хотя бы раз в день туда заходить и относительно каких-то ситуаций анализировать, что вы чувствуете. Вообще напишите в комментариях, как у вас с распознаванием чувств, есть ли у вас с этим проблемы. Потому что по клиентам я вижу, что люди не понимают, что они чувствуют чаще всего, и на вопрос, что вы чувствуете, они говорят, что они думают. Так вот, вернемся к нашей ситуации, да, что можно сказать. Вот, например, вам говорят, что вы худая. О, ты так похудела. Еще с таким лицом, знаете, говорят, ну что прям как будто кошмар какой, что вы похудели. Что здесь можно сказать? Я испытываю злость, раздражение и вину, например, на себя, да, что я там похудела из-за того, что ты мне это говоришь. Второе, что можно и нужно сделать, это задать вопрос человеку, а зачем он вам говорит эту информацию? Какая его цель? На этом вопросе люди чаще всего говорят: ха-ха-ха, да я так просто прикалываюсь, ну, например, про большую попу или еще что-то. И вот здесь можно сказать: это не смешно. Я не смеюсь, мне не смешно над этим. Я думаю, что это неприемлемо для меня, когда ты такое говоришь. Не делай так, пожалуйста, больше. Поэтому не стесняйтесь давать обратную связь, ведь это очень-очень сильно важно, давать обратную связь. Если люди не получают обратной связи, они подкрепляют, что с вами так можно, и в будущем будут делать так еще и еще и еще. А ваша злость будет копиться и выльется в какой-то момент уже гневом, а вам, я думаю, не надо. Вторая ситуация – это, например, злость на человека, которого вы считаете непрофессиональным. Вот то, что он делает на просторах интернета, вы его даже лично не знаете, вы считаете, что это непрофессионально, что это какая-то, возможно, даже история, которая может кому-то навредить. И вот вы смотрите, это блогер-миллионник, у которого есть большая аудитория, который невероятно успешен, очень классно продает какие-то онлайн-курсы, и вы понимаете, что знания, которые он передает людям, не профессиональны, что у этого человека нет образования и так далее. Но при этом вы сами являетесь профессионалом в той области, о которой он вещает. И вы злитесь на него, на этого человека, вас поглощает злость, вы заходите в Инстаграм, видите его аккаунт и невероятно сильно злитесь. Что здесь можно сделать? Есть вообще два варианта. Первый вариант – это проявить активную агрессию, написать этому человеку кучу комментариев, пожаловаться на него, ну не знаю, сделать что-то, чтобы этот человек вас, например, даже заметил и, может быть, как вы считаете, задумался над тем, какую информацию он несет в мир. Первое, что я вам скажу, что до вас нет никому никакого дела. Вот такая вот правда жизни, и ваш комментарий, скорее всего, ни до кого не долетит. И все, что вы сможете добиться активной агрессии на чужой странице, это первое, потерей своего времени, потерей, сливанием своего ресурса, и третье, блокировкой. Вас, скорее всего, заблокируют или кинут в какой-нибудь бан, и никто не будет видеть ваших комментариев. Конечно, когда вы проявите активную агрессию и напишите комментарий, скорее всего, вы получите
лайки, поддержку от таких же людей, недовольных этим блогером. И здесь вы получите серотонин, признание, ну вот же, я классный, меня оценили. И вот что здесь стоит сделать, перейти на самом деле ко второму варианту, который я хочу предложить, это отрефлексировать и понять, почему вы так злитесь на этого блогера, почему вы сливаете туда столько ресурса. Ведь на самом деле, скорее всего, вы сами имеете знания, которые хотите передавать людям, но, возможно, из-за синдрома отличника не даете себе этого сделать, считаете, что еще недостаточно, еще надо поучиться, еще надо что-то поделать и так далее. То есть вам важно сместить фокус внимания с этого блогера на себя. Вы тратите свое время и ресурсы на человека, который о вас даже ничего не знает. Это не абсурд, вот как вы считаете, да? Конечно, если вам окей, можете продолжать это делать, но я рекомендую смещать фокус внимания на себя и все-таки делать что-то для себя. Возможно, вот эта злость к этому блогеру станет вашим мотиватором и ресурсом для того, чтобы создать свой блог или начать записывать какие-то видео на профессиональную тему. Третья ситуация. В ссоре с партнером вы постоянно переходите в гнев. Ваша злость прям очень резко перетекает в гнев, вы орете, бьете посуду, у вас как бы опускается забрало, вы это называете. И в итоге вы раните партнера каждый раз, при каждой ссоре. И вы это понимаете только после того, как ссора окончена, когда эмоции ушли и так далее. Как я и говорила, в гневе, да, когнитивная способность у нас меньше, к сожалению. Мы в состоянии аффекта, в эмоциях. И, конечно, лучше бы разобраться, почему именно конкретные ситуации с партнером вызывают такие чрезмерные эмоциональные реакции, что вы аж отключаетесь от внешнего мира. Но если вы не хотите это делать, мы это рассмотрим в третьей части, я сейчас все равно дам костыли на всякий случай, что можно сделать, если нет желания и возможности разбираться с истоками. Вот если у вас такая история, то вам нужно найти техники, я их сейчас приведу примеры, которые вам позволят включиться в здесь и сейчас, выключиться из вот этого состояния аффекта, да, куда вы там ушли в ссоре, когда вас зацепило или какие-то слова или действия партнера, вернуться в момент здесь и сейчас, чтобы включить когнитивные ресурсы. Что может здесь помочь? Конечно же, взять паузу в ссоре. Но кому я говорю? Наверняка вы и так это все понимаете, но в моменте ссоры это сделать очень сложно. Поэтому, если вы видите, что у вас постоянно такие ссоры, вы, например, провели ретроспективный анализ, посмотрели на все эти ссоры и понимаете, что не хотите до такого доводить в будущем, прям договаривайтесь с партнером о правиле, что когда начинается ссора и у вас, вы прям чувствуете, что вот все, вот сейчас взорвусь, берите паузу, и расходитесь. Это будет невероятно сложно. Но если мы не говорим о внутренней проработке, а о моменте, да, что мы создаем костыли и меняем свои реакции, то, к сожалению, надо будет включить осознанность, наработать дисциплину в таких моментах и расходиться по разным углам. Здесь вам для включения в момент поможет выпить маленькими глоточками воду, подышать по квадрату, хотя бы 5-10 минут, найдите эту технику, она супер простая, или же пойти погулять и попробовать поискать какие-то цвета, да, предметы красных там цветов, потом зеленых, то есть включиться в момент здесь и сейчас, или поискать предметы круглой формы только. Вы включитесь, постепенно начнете понимать, что вы включаетесь в настоящее и выходите вот из этого какого-то оверреактивного состояния. Также, если у вас есть возможность, конечно, классно было бы проявить вот эти эмоции, да, то есть вы чувствуете, что вас прям разрывает от гнева и злости, вы разошлись с партнером по разным углам, поорите в подушку, в конце концов, выплесните эти эмоции, дайте себе их прожить, если есть такая возможность. Порвите, например, какие-нибудь ненужные документы или бумажки, разбейте тарелку, в конце концов, соберете вы ее, потом подметете, купите новую. Вот что-то нужно сделать, либо чтобы проявить экологичные эмоции, либо чтобы включиться в момент здесь и сейчас. И после этого можно уже встретиться с партнером и проговаривать уже дальнейшие какие-то шаги по вашей ссоре, по вашей ситуации. У меня, кстати, есть видео, как сохранить отношения, и я там рассказываю о том тоже, что можно сделать, не только чтобы сохранить отношения, но и чтобы выйти из конфликта. Четвертая ситуация. Например, ваш близкий умер от онкологического или другого тяжелого заболевания, и вы уже больше года находитесь в стадии горевания. И вы начинаете осознавать, что совсем скоро ваша депрессия станет дистемическим расстройством, таким постоянным,
расстройством, которое длится там 2 и более лет. Вы понимаете, что вам это мешает жить. Вы начинаете ходить к психологу, приходите на очередной сеанс и начинаете повторять одни и те же вопросы. Почему он или она? Почему это все происходит со мной? Не знаю, вы начинаете злиться постепенно, да, задавайте вопросы, вы начинаете злиться на внешний мир, на людей, которые остались живы, на себя, что не сделали достаточно много, начинаете злиться на врачей, которые что-то не доделали по-вашему, начинаете злиться на Бога, если вы верующий человек, да, почему Он забирает самых лучших. У вас поднимается вот эта злость, а может быть даже гнев. И здесь очень важно, запомните, ваша злость — это ваш ресурс, да? То есть в этой ситуации именно злость, возможно, вам поможет выйти из этого горевания, из этой депрессии, да, в которой вы застряли. Суть в том, что на этой злости многие люди открывают благотворительные фонды, волонтерские проекты или вступают в проекты волонтерские, чтобы помогать другим людям, потому что у них уже есть знания, какая-то информация, которая поможет спасти других людей, например, если вашего близкого не спасли, но вы, например, поняли, что надо было сделать по-другому, и так далее. То есть эта злость, она на самом деле ваш ресурс. На этой злости вы можете каким-то образом выйти из этого процесса горевания, за нее прям можно зацепиться, да? Эта злость на самом деле очень хороша в этот момент, это очень важно понимать. Поэтому если вы в такой ситуации, и вы понимаете, что у вас злость или даже гнев, не подавляйте эти эмоции, да? Не дайте им выйти наружу. Я говорю, опять же, покричите, проявите, что-то сделайте. Очень важно не подавлять свои эмоции. И мы переходим с вами к третьей части видео, а именно к истокам злости и как их проработать. Конечно, я сейчас не дам вам каких-то супер шагов, которые избавят вас от оверреакций, но я хотя бы вам дам информацию, которая поможет вам понять, что да как, и, может быть, самостоятельно даже с этим поработать. Здесь очень важно, опять-таки, повторить, что злость — это хорошая, крутая эмоция. Нет вообще эмоций плохих и хороших. Иногда в своих видео я говорю про плохие эмоции, но я это делаю чисто формально, чтобы как-то разделять. На самом деле плохих эмоций нет. Я против концепции высоких вибраций, низких вибраций. Рекомендую вам тоже не смотреть таких людей и не слушать их. Вот. Вспоминаем, что злость нам помогает определять, где наши границы были нарушены и где наши потребности были не удовлетворены. Представляете, какая это важная эмоция. С этой эмоцией нужно работать, мне важно подсветить только в том случае, если вы понимаете, что вам это не окей, что ваша реакция, например, сверх, да, оверреакция, вот как мы рассматривали ситуации, где на партнера выливается гнев, крик и так далее, и вы потом сожалеете об этом, вот в этом случае есть смысл с этим работать. Если вы не видите вообще ничего плохого для вас в проявлении ваших эмоций, но кто-то там один недоволен тем, что вы делаете, да и насрать. Работать как бы с вашей эмоцией, да, с этим с каким-то сверхпроявлением, сверхреакцией нужно в том случае, когда это вредит именно вам. Ну или же в том случае, когда вы, вот как в первой ситуации, да, вам сказали, что с вами что-то не так, вы не проявили злость, и еще неделю тратили на то, чтобы жевать жвачку о том, какой диалог должен был состояться. Вот этот случай, конечно, он вам вредит. Вы тратите ресурсы, время на то, на что тратить вообще никакого смысла нет. Но, как мы понимаем, логикой вы все понимаете, а внутри эмоционально, что-то как бы не склеивается, да, почему-то реакция такая. И я сейчас объясню, почему. На самом деле, когда вы были маленькими, я, наверное, никого сейчас не удивлю, у вас произошли какие-то ситуации. Например, в первом случае, где ваши там границы были нарушены, но вы были маленьким и не знали, как реагировать, и чтобы, например, мама вас продолжала любить, вы не проявили злость, а промолчали. И потащили это во взрослую жизнь, потому что, когда вы были маленькие, вы закрепили, что вам это помогло выжить. И вот вы взрослый человек, которому мама что-то говорит, что там попа большая или что-то такая худая, что-то такая некрасивая, неухоженная, и вы на это реагируете, замыкаясь в себе, потому что если вы проявите злость, мама перестанет, возможно, в вашей голове вас любить. Но это все идет нейронная цепочка из прошлого, вы ее прям осознанно так можете не отслеживать, да, до беседы, например, с психологом.
Или, например, в детстве вы видели, как мама и папа ругаются, папа, например, мама что-то говорила сделать папе, папе это не нравилось, и папа дико орал в гневе, кричал, бил посуду и так далее. Вы посмотрели, вы же маленькие, вы не знаете вообще, в каких ситуациях и как реагировать. И закрепили себе, ага, если от меня партнер что-то хочет, что-то требует, я на него ору. Вот такая реакция. Вы такие, здесь работает все именно так. Как бы здесь никакой магии нет. У вас просто не было другого образа, да, в детстве, другого примера, как вести себя. Вы сформировали себе эти нейронные связи и притащили их в свою взрослую жизнь. Пришли в отношения, вам партнер что-то говорит, вам это не нравится, вы начинаете проявлять именно так, как это проявлял папа, потому что вы закрепили, что такая реакция дает результат, и не пробовали даже другую. И вот вы взрослый человек, у которого развита префронтальная кора, и он достаточно осознанный, чтобы понимать, да, рефлексировать, смотреть ретроспективно на все ситуации и понимать, здесь я был, например, неправ, и хотелось бы реакции сменить. И даже осознанно понимая, что вы хотели бы сменить ваши реакции, почему-то в настоящем, когда происходит какая-то такая история, вы опять возвращаетесь к старым реакциям. И здесь все логично и понятно, потому что с детства вы это закрепили. Если мы говорим о том, как проработать в настоящий момент ваши реакции, есть два варианта. Первый вариант – это проработать ваши реакции, сформировать дисциплину и осознанность, то есть быть таким, знаете, все время начеку, понимать, что ваша реакция – это реакции с детства, и целенаправленно ее менять. И таким образом, параллельно с нейронными связями из детства, вы будете формировать новые нейронные связи и новые реакции. И пока вы осознанный такой, весь выспавшийся на спорте, и все у вас хорошо, поевший, вы будете использовать новые нейронные связи, новые реакции. Но как только вы не доспали, не доели, поругались, вечер, вы хотите спать, вы включаете старый режим, потому что его использовать проще, ведь мозг занимает примерно до 3% от массы тела, потребляет до 23% энергии в самых сильных когнитивных нагрузках, и нафиг он не хочет тратить энергию, когда он так устал, не доел и так далее. И он будет брать старые нейронные связи, чтобы выжить и не тратить ресурс. Опять-таки, а второй вариант проработки – это когда вы, например, с EMDR-терапевтом или с КБТ-специалистом идете в то самое старое, самое первое воспоминание, и если оно будет подобрано правильно, если это воспоминание подберется правильно, где вы себя чувствовали, также проявляли те же эмоции, например, и так далее, и там вы находите ваши глубинные убеждения, к примеру, я беспомощный или я никчемный, такие самые частые глубинные убеждения, которые там находятся, и прорабатываете то воспоминание через слезы, через боль, потому что погружение в это воспоминание будет болезненным, оно все еще в вас сидит, оно все еще в вас фонит, даже, знаете, вот так можно сказать. И когда вы его прорабатываете, я видела на своих клиентах, я сейчас практикую EMDR, мне как раз очень мало времени сейчас записывать видео, потому что я в постоянной работе, и это просто вау. Я и на себе это видела год назад, и в этом году тоже, но когда ты видишь это на клиентах, это просто невероятное какое-то ощущение, и видишь, как они меняются, и как через неделю они приходят, и у них новые инсайты, они вообще меняются, их реакции, и кажется какое-то чудо, но здесь нет никакого чуда, да, это просто проработка события, поломка этих старых нейронных связей, и мозг уже сам потом находит инсайты и то, как он будет себя вести по-новому, именно в этой нейронной цепи, да, не параллельно с той нейронной сетью, как мы обсуждали в первом кейсе, а именно в этой нейронной сети. То есть, если вам повезет с вашим психологом, то вы найдете то самое первое глубинное какое-то воспоминание, проработаете его, возможно, получите какие-то новые знания на терапии, возможно, сформулируйте свои личные границы, потому что часто у людей с этим проблемы, сформулируйте ваши потребности и пойдете в мир уже с новыми реакциями. Это ли не прекрасно? А чтобы это проработать самостоятельно, я думаю, что нужно, опять-таки, очень много дисциплины и осознанности, и у вас все-таки будет вот эта большая когнитивная нагрузка, потому что помимо травма-то останется непроработанной, да, вы накидаете себе осознанные истории, да, вот у вас травма, вы себе накидали сверху еще, как надо себя вести, и опять-таки вам нужно быть постоянно в таком тонусе, в ресурсе, в моменте, осознавать все, потому что чуть вы не доспали, не доели, как я и говорила, вы вернетесь к вашим старым реакциям, к вашим травмам, которые помогли вам выжить. И, конечно, я думаю, что это все
очень сильно может, ну, сначала радовать, помогать, что вы такой осознанный, классный, по-новому реагируете, но в конечном счете отжирать ресурс, еще и возвращать вас в вину, как только вы будете возвращаться к старым реакциям. А оно вам надо? Вот. Но в целом я считаю, что это возможно самостоятельно тоже проработать, и таких людей я тоже видела. Спасибо вам за просмотр, пишите вообще в комментариях, как у вас со злостью, есть ли у вас какие-то ситуации, где вас кто-то злит, есть ли у вас, кстати, проблема с распознаванием вообще злости, считаете ли вы злость полезной или не полезной эмоцией. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, спасибо за просмотр, пока-пока.